Привет, с вами Каска. В этом ролике вы узнаете, как можно слегка повысить FPS в Warface, а также избавиться от лагов и фризов. Настроечек в Warface не так-то и много, но тем не менее. Какие-то параметры влияют на FPS. Поэтому залетаем в игру, нажимаем настройки, переходим на вкладку графика, режим, ставим полный экран. Разрешение по соотношению к твоему монитору. Если у тебя компик очень слабый, но у тебя есть большое желание поиграть, тогда можешь поставить разрешение 1280 на 720. Картинка, конечно, будет супер пиксельная, но тем не менее. FPS прибавится почти в 2 раза. Частота обновления твоего экрана. Я ставлю 144. Технология NVIDIA Reflex. Включаем с ускорением. Если ПК у тебя слабый, ставишь выкл либо вкл. Потому что с ускорением кушает порядка 5-10 кадров. Сглаживание. Для слабых компов отключаем, для средних оставляем. Вертикальная синхронизация. Мы ее, конечно же, отключаем. Размытие движений. Тут по желанию на FPS никак не влияет. Адаптивное качество. Рекомендую лучше отключить. Высокое качество иконок. Тут, конечно, по желанию можешь включить, можешь отключить. Какой-то прирост по FPS я не заметил. Текстуры. Все зависит от объема твоей видеопамяти. Если у тебя 2 гига и меньше, ставишь низкое либо среднее. Если более 2 гигов, то ставишь высокое. Тени. На FPS влияет, поэтому ставим либо низкое, либо среднее. Шейдеры. FPS не сильно кушает, рекомендую ставить высокое, чтобы не было каких-то у вас проблем с шейдерами, потому что они происходят часто, особенно когда ты ставишь на низкое. Детализация объектов. Низкое либо среднее. Физика оставляем на высокое. И нажимаем принять. Переходим на вкладку метрики и здесь выбираем количество кадров в секунду. Текст, задержка в сети. Тут по желанию, но я выбираю текст, потери и та же самая задержка сервера, тоже текст. Это делаем для того, чтобы включить наши датчики по типу FPS, ping и потери пакетов. После того, как настроили графику в Warface, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 2 папки. Приложение MSI Util V3 и схема питания. Давай сначала откроем схему питания. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если нет, тогда копируем команду, нажимаем PKM, копировать, PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да, нажимаем Ctrl+V и Enter. Закрываем, нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Если у тебя игра в Steam, тогда открываешь Steam, в верхнем левом углу нажимаешь Steam, настройки, библиотека и ставишь галочку на упрощенный режим. Далее библиотека, ищешь Warface, нажимаешь PKM, свойства, убираешь галочку с игровой кинотеатр. Далее локальные файлы и переходишь в папку с игрой. Как пример покажу, допустим, на МК, то есть свойства, локальные файлы и обзор. У кого игра от мейла, нам нужно перейти в папку с игрой. В моем случае это диск D, далее Warface, папка bin64 релиз, опускаемся в самый низ и находим приложение Game, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК, применить и ОК. Если вдруг у тебя начались проблемы, тогда убираешь галочку с оптимизацией во весь экран. Теперь мы копируем путь к самому приложению, нажимаем PKM, копировать, далее поиск, пишем настройки, графики. Если у тебя есть аппаратное ускорение, тогда можешь его включить. После всех этих настроек обязательно сделай перезагрузку своей системы. Мы же нажимаем обзор, вставляем наш путь, далее приложение Game, добавляем параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Нажимаем PKM на пуск, диспетчер устройств, опускаемся немножко вниз, находим системные устройства, далее еще чутка вниз и высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и выключаем это устройство. Нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, если он у тебя, конечно же, есть. Если его нет, тогда пропускаешь этот пункт. Нажимаем настройки, создание клипов и обязательно убираем галочку с записывать в фоновом режиме. Далее крестик и закрыть. Теперь сделаем быстренькую настроечку твоей видеокарты. Если у тебя видеокарта от NVIDIA, нажимаем PKM на рабочем столе, панель управления NVIDIA, переходим на регулировка настройки изображения, ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь нас интересует это GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Затенение фонового освещения. Мы выключаем. Частота обновления твоего экрана. Высшая доступная. Размер кэша шейдеров. По умолчанию для драйвера.
Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Далее опускаемся в самый низ. Здесь нас интересует эта фильтрация текстур качества. Мы выбираем высокая производительность. Далее анизотропная оптимизация и трилейная оптимизация. Мы их обязательно включаем. И просто нажимаем применить. Переходим на настройки Surround, далее настройки Physics. Если у тебя видеокарта мощнее, чем процессор, тогда выбираешь свою видеокарту. Если у тебя видеокарта от AMD, открываем наш архивчик. Далее настройка видеокарты, папка AMD Radeon. Здесь у нас есть картинки с настройкой драйвера для твоей видеокарты. То есть какие функции включить и какие функции отключить. Возвращаемся назад. Приложение MSI Util V3, нажимаем PKM, запуск от имени администратора. Да. Здесь находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI. Далее приоритет, выбираем High и нажимаем Apply. Все остальные настройки не рекомендую трогать. Можешь только сделать хуже. И просто закрываем. Как обычно, самое интересное это твики реестра, которые бустят, ну прям неплохо FPS. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как сделать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Читаем здесь, либо гуглим. Первые два файла реестра отключают Xbox Game Bar. Как мне писали люди, помогает бустануть FPS где-то 15-20 кадров. DVR1 нажимаем PKM слияние, DVR2 PKM и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь 2 раза LKM, либо через Enter. Да и ОК. Отзывчивая система PKM слияние, сетевой тротлинг PKM слияние и системный приоритет тоже PKM и слияние. Нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Игровой режим оставляем включенным. Записи. Все, что здесь будет указано, обязательно отключаешь. Xbox Game Bar. То же самое. Обязательно убираем галочку. Переходим на главное, конфиденциальность, а опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь нам нужно отключить это Xbox и Xbox Game Bar. Ну и по желанию можешь подключать все остальные фоновые приложения, которые в принципе может быть и не используешь их. После всех этих настроек залетаешь в Warface и наслаждаешься. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч!